Привет, дорогие друзья! Сегодня мне хочется представить вам мою новую работу из картона. Вот такую нежную шкатулочку для украшений. Захотелось ее назвать «Зефирная прелесть». Она получилась у меня в нежных пастельных тонах с изящными элементами, розочкой на крышке и позолотой. А теперь покажу, как сделать такую шкатулку своими руками. Из гофрированного картона вырезаю 8 полосок длиной 17 см и шириной 2,3 см. По шаблону перевожу контур ножек шкатулки на картон на 4 полоски. Все шаблоны под видео в описании. Вырезаю и склеиваю их попарно. Отмеряю толщину двух склеенных ножек. На этот размер уменьшаю длину 4 полосочек для ножек, которые будут вклеиваться внутрь. Отрезаю лишнее. Отмечаю середину деталей и от нее уже обвожу рисунок ножек. Склеиваю по 2 штуки. Ножки готовы. Соединяю их термоклеем, вставляю короткие детали между длинными. Получается квадрат. Теперь делаю дно шкатулочки. Оно квадратное, со сторонами 15,4 см. Вклеиваю его столярным клеем ПВА внутрь каркаса ножек. Отмеряю 8 полосочек размером 16 см на 7 см. Это будут стеночки шкатулки. Соединяю попарно их термоклеем. Делаю так же, как и с ножками. Уменьшаю длину двух стеночек на толщину картона, чтобы при склеивании опять получился правильный квадрат. У меня получился размер двух боковых стенок 14,8 см. Соединяю стенки между собой. Приклеиваю стенки к ножкам столярным клеем. Проверяю аккуратность и прямой угол. Нижняя часть шкатулки готова. Приступаю к изготовлению крышки. Отмеряю 8 полосок размером 16 на 2 см и вырезаю их. Вклеиваю попарно. Уменьшаю длину 4 полосок на толщину картона. И склеиваю полосочки друг с другом. Делаю 3 квадрата со сторонами 17 сантиметров. Склеиваю их между собой. Приклеиваю к основе крышки. Делаю 3 квадрата по 16 сантиметров. Также склеиваю их между собой. Приклеиваю их к получившейся крышке. Обклеиваю все салфетками с клеем ПВА, кроме внутренней части. Торцы выровнять салфетками у меня не получилось, поэтому приклеиваю полосочки из тонкого картона.
Нижнюю часть шкатулки также обклеиваю салфетками. Заготовка шкатулки готова. Теперь совершенствую ее внешний вид с помощью шпатлевки. Она выравнивает поверхность и придает прочность и вес. Обязательно зашкуриваю все детали до ровной равномерной поверхности. Делаю отметки, где будут располагаться петли. Приклеиваю нижнюю часть петель к корпусу шкатулки на термоклей. Соединяю малярным скотчем стенки шкатулки с крышкой, чтобы зафиксировать в ровном положении. Приклеиваю верхнюю часть петель крышки и фиксирую их шурупчиками. Снимаю скотч. Начинаю декорировать шкатулку. Узорами, сделанными с помощью молдов, украшаю ножки шкатулки. Верх шкатулки обклеиваю малярным скотчем, чтобы выделить зону под будущий орнамент. Шпатлевкой и трафаретом делаю красивый узор на боковых стенках. На крышке циркулем провожу 2 окружности. Центр и углы заклеиваю малярным скотчем. В большой окружности делаю такой же узор, как и на боковых стенках. Украшаю центр и углы крышки элементами из массы для моделирования и молдов. По торцам крышки приклеиваю плетеный орнамент. Решила сделать центральным элементом крышки розочку из массы для моделирования. Так как нужного молда у меня не оказалось, буду делать розочку своими руками. Фиксирую шарик из массы и начинаю обклеивать лепестками. Вот такая розочка у меня получилась. Приклеиваю ее в центр крышки. Покрываю узоры белой акриловой краской. Углы крашу краской мятного цвета.
Узор в полукруге покрывают тоже мятной краской, только немного светлее. Расстояние около розочки раскрашу самой светлой краской. Все элементы из массы покрываю белой краской. Приступаю к покраске боковых стенок. Подставку с ножками крашу белой краской. И нижнюю часть крышки тоже. Розочку расписываю нежно-розовой краской от светлого к темному. Вкручиваю ручку в шкатулку, просверлив предварительно отверстие. Светло-золотой краской, она называется шампань, покрываю все орнаменты. Чуть не забыла покрасить дно. Немного добавила белого цвета в бронзовую ручку и петли, чтобы они гармоничнее сочетались с цветами шкатулки. Приклеиваю бусинки по периметру крышки и низу шкатулки. Временно закрепляю скотчем, пока не схватился клей. И последний штрих – это декор внутренней части шкатулки. Для этой цели я выбрала бархат подходящего зеленого цвета. Из тонкого картона вырезаю детали, соответствующие стенкам и дну шкатулки. Обтягиваю их тканью с помощью термоклея. И вклеиваю внутрь шкатулки. Вот такая нежная, прелестная зефирка у меня получилась. Эта шкатулка не только красива, но и достаточно функциональна. Даже при близком рассмотрении трудно понять, что она сделана из картона. Такое изделие займет достойное место на туалетном столике любой красавицы. Сделанная своими руками шкатулка послужит хорошим подарком вашим близким и друзьям.
Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и пишите ваше мнение и впечатления в комментариях. А кто не подписался, обязательно сделайте это, чтобы не пропустить мое новое видео. Всем пока-пока и до новых встреч!